Господин Бэр, спасибо большое, что вы согласились дать нам интервью, и приветствую вас на канале RTVI и на канале «Живой гвоздь». Вы только что вернулись из Киева. Я вижу на вашем балконе флаг Киева. Вы поехали в Киев, чтобы что? Зачем? Я в Киев ездил уже 2 раза. Первая наша поездка состоялась с мэром Варшавы Рафаэлем Трzaskowskim, и это было 9 дней до начала войны, до вторжения России в Украину. И тогда мы выразили нашу поддержку мэру Киева Виталию Кличко. И мы также предложили ему стать членом Пакта свободных городов, который мы уже ранее основали в рамках столиц группы B4. Он принял наше приглашение, и в августе прошлого года Киев стал членом этого пакта. Так что теперь это уже не только 4 столицы, B4, а пакт включает примерно 30 городов. И это уже не только столицы, не только европейские города. Сейчас уже в пакт входят города по всему миру. Вторая наша поездка состоялась недавно, в январе, и опять же мы встретились с Виталием Кличко в Киеве. Это что-то дало Киеву, ваша поездка? Мы опять же приехали высказать нашу поддержку Виталию Кличко и всем жителям Киева, потому что то, что происходит сейчас в Украине, это нечто ужасное. И, конечно, мы привезли и предложение конкретной поддержки и помощи. Мэр Варшавы предложил поезда метро, которые они хотят передать в Киев. А мы, Прага, уже ранее в Киев посылали конкретную помощь. Так что я также хотел посмотреть, как нашу помощь используют на практике. Потому что мы отправили 400 обогревателей, 10 электрических централ, машины скорой помощи, гуманитарную помощь другую и так далее. Братислава, Будапешт присылали, например, автобусы, то есть в общем и целом большое количество помощи гуманитарной от нас. От Варшавы через организацию «Человек в беде». Это чешская неправительственная организация, которая действует на международном уровне, и с 2014 года, если я не путаю, они также действуют на востоке Украины. Так что цель нашей поездки была такая разнообразная. И лично я также хотел посмотреть на то, какие меры там используют в сфере безопасности, потому что то, что сейчас российская армия делает в Украине, это не такая, скажем, обычная война. Это нападение, это атаки на цивильную инфраструктуру. И в конце концов, это не было бы впервые, потому что, например, склад оружия в Рбетице, который тогда взорвался, это как раз было деяние российских агентов. То есть правильно ли я понял, что ваша поездка в Киев, она была полезной с точки зрения уроков безопасности для Праги? I to byla složka té návštěvy, ano, dá se to tak říct. И это было тоже элементом этого визита, хотя это, я бы сказал, был скорее такой дополнительный элемент. Мы также посетили места, где попадали российские бомбы, например, в центре Киева или в городе Буча. Может быть, странный вопрос, а что вас удивило во время вашей поездки, что вы не ожидали? Так mě trochu překvapilo, že Kyjev je... Ну, меня немного удивило то, что Киев как город, он полон жителей, то есть это город вполне живой. Видимо, жители Киева нашли способ, как сравниться с этой ситуацией, которая для нас является абсолютно непредставимой. С той ситуацией, когда регулярно город обстреливают. Мы, конечно, также скачали приложение, которое предназначено для того, чтобы предупредить жителей. К счастью, во время нашей поездки ничего не произошло, а как раз после того, как мы уехали, так что нам повезло. Ну, я думаю, что именно это меня лично удивило. Что за приложение? Я скачал приложение с магазина Google, с Google Store. Называется, по-моему, Air Raids Alerts или как-то так.
Air Raid Alert, nějak takhle. Myslím, že těch aplikací je možná vícero. И, может быть, этих приложений даже несколько. Нам порекомендовали конкретно это. Já musím říct možná jako takovou historku. И, может быть, расскажу такой случай, что коллега не стер приложение после того, как мы вернулись в Чехию. Оно у него осталось в телефоне. И первое утро после того, как мы вернулись, в Киеве как раз была воздушная тревога, и звук этого приложения очень громкий, так что вся его семья за завтраком испугалась. И нам это, наверное, кажется смешной такой историей, но если представить себе, что это ежедневная реальность семей в Киеве, то это уже совсем не смешно. Да, это совсем не смешно, и мне это не кажется смешным. Но вот опыт Киева как города, который обстреливается, как жители, которые многие уехали и возвращаются. Чему он учит? Так dohromady, když to vezmu čistě podle čísel, Если посмотреть на цифры, то Прага приняла примерно 120 тысяч беженцев из Украины. Z Ukrajiny dohromady s hlavními městy V4, to znamená Вместе с другими столицами Вышеградской четверки, то есть Варшава, Будапешт, Братислава и Прага, это примерно 500 тысяч беженцев из Украины. To znamená, pochopitelně, já jsem očekával, Конечно же, я предполагал, что увижу полупустой город, но на самом деле там много внутренне переселенных лиц, которые покинули другие регионы, где ситуация сложнее, и приехали в Киев. z těch jiných regionů, které jsou na tom hůře, a přijeli do Kyjeva, to znamená, jak jsem byl informován. И мне сообщил мэр Киева Виталий Кличко, что сейчас численность населения Киева практически такая же, как была до вторжения. Měli před tou invazí. Co se týče, co nás to tedy naučilo, no... Чему нас это научило? Наверное, реакция на вторжение здесь, в Чешской Республике. Tady v České republice a také reakce na tu uprchlickou vlnu. И реакция на волну беженцев, тех людей, которым пришлось убегать перед войной. Před válkou, tak to je něco, co nám asi ukázalo, že... Это продемонстрировало нам, что в Чешской Республике мы способны на самом деле проявить солидарность, если это необходимо. To souvisí i s těmi dějinami, Это связано и с историей, когда мы здесь столкнулись с чем-то аналогичным по сравнению с тем, что сейчас происходит в Украине. Я имею в виду события Мюнхен, 1938 год. Конечно, это вещи, которые вызывают симпатию у многих людей здесь. Плюс есть определенная связь с 1968 годом, когда к нам сюда приехали вооруженные силы из России на танках, чтобы нас освободить, а на самом деле это была оккупация. Ну, каждый ваш ответ вызывает 2 и 3 следующих вопроса. Сейчас попытаюсь как-то разложить. Политик, ну что сделаешь, да. Смотрите, вы сказали, что в Праге 120 тысяч украинских беженцев. Это огромная цифра. Каким образом город, теперь не о Киеве, а о Праге, в мэр Праги, каким образом город справляется и что является главными проблемами, связанными с украинскими беженцами? Так, kdybyste mi řekli v lednu 2022... Если бы мне кто-то сказал в январе 22-го, что у нас в Праге появится еще 120 тысяч человек, и что прежде всего это будут женщины с детьми, řekněme určité procento i seniorů, определенный процент пожилых людей, я бы вам тогда ответил, что это нереально, что они просто в Прагу не поместятся, что наша инфраструктура не справится. Что город не справится, да? Да, это было мое представление, что мы бы не справились, но оказалось, и нужно сказать, что прежде всего это работа нашей интегрированной системы спасательных служб, пожарных, полиции, а также волонтеров. Těchto složek, ale také velké části dobrovolníků, tvořené z velké části ukrajinskou komunitou, která tady byla. Прежде всего, это люди из местной украинской диаспоры, которая здесь была еще до вторжения. A spousty i jako lidí, kteří принимали участие просто обычные жители Праги, которые проявили огромную солидарность с беженцами. И благодаря всему этому мы справились так, что это было отмечено даже, например, представителем высокого представителя Организации Объединенных Наций. Jako standard světové úrovně.
To znamená, my jsme vytvořili krajské То есть мы создали здесь, например, региональный краевой центр помощи беженцам из Украины. A tam jsme v jeden čas za jeden den. И в какой-то период, за один день, мы смогли обрабатывать 3700 беженцев за 24 часа. Já opravdu smekám před solidaritou. Я просто снимаю шляпу и преклоняюсь перед солидарностью жителей Праги. Úsilí byli schopni tomu věnovat. Без них Я преклоняюсь перед усилиями, которые они приложили, потому что без них я, как председатель кризисного штаба, не смог бы с этой ситуацией справиться таким образом. Měli jsme velkou obavu, jak to bude s bydlením. Мы, конечно, опасались, что не найдется жилье, но удалось разместить всех. Никто не мерзнет на улице сейчас, зимой. Я боялся, как это будет с системой образования, потому что в школах в некоторых местах, например, у нас мест не хватало. Но все эти проблемы мы смогли решить, в том числе и благодаря администрациям отдельных городских районов, которые отвечают за отдельные школы. И сейчас, в настоящий момент, у нас из этих 120 тысяч беженцев, если я не ошибаюсь, из них треть, как минимум треть, это дети. Я думаю, что всего несколько сотен детей пока что еще не нашли место в школе, потому что, например, они живут в одном конце Праги, а место свободное в школе в другом конце Праги. То есть все эти проблемы мы смогли решить таким образом, чтобы никто не оказался за чертой. Я до вас сделал интервью с мэром Риги, который говорит ровно о тех же историях. Но я всегда задаю вопрос, и буду говорить с другими мэрами европейских столиц. Но вот, скажем, летом главная проблема для города – это был наплыв, поток. Он все время увеличивался. Сейчас, 11 месяцев спустя, какая главная проблема, которую вы видите как мэр, касающаяся беженцев, конечно? Так мы se snažíme vlastně přepnout v tuto chvíli z nějakého режима. Мы в настоящий момент пытаемся переключиться из режима какой-то внеочередной ситуации кризисного управления, что касается вопросов безопасности, переключиться в режим интегрированного решения и помочь людям, у которых, может быть, есть какие-то конкретные проблемы и специальные потребности. Это значит, что сейчас мы уже от департамента, который отвечает за безопасность, перекладываем задачи на департаменты по образованию, здравоохранению и так далее. Мы сотрудничаем в рамках одного проекта с организацией ЮНИСЕФ, и мы получили от них 330 миллионов крон для того, чтобы укрепить инфраструктуру, которая у нас есть для решения этих проблем. И мне кажется, что мы работаем достаточно хорошо. В Праге ситуация обстоит лучше, чем в других регионах. Где, например, беженцев было меньше. Но и другие регионы идут по нашим следам и тоже создают аналогичные центры. Мы стараемся также сотрудничать и с уровнем правительства. Мы пытаемся объяснить им, что управлять должны не только люди из МВД. Скажем так, что не только люди в форме должны решать эти проблемы, но есть целый ряд вопросов, которые должны решать Министерство образования, социальной защиты и труда и так далее. То есть перейти как бы в режим уже повседневной работы, потому что мы понимаем, что ситуация, она не решится быстро. Вы знаете, что вы сейчас сказали? Вы сейчас сказали, что вы думаете, что беженцы не будут возвращаться в Украину, и поэтому их нужно адаптировать здесь, в Чехии, в Праге. Или я неправильно понял? To, co my děláme, není tak úplně integrace těch uprchlíků, protože my víme, že oni se chtějí vrátit. То, чем мы занимаемся, это не совсем интеграция беженцев, потому что мы знаем, что они хотят вернуться.
Нам говорили, например, в ЮНИСЕФ, что люди будут хотеть вернуться, и правительство Украины предполагает, что люди будут возвращаться обратно. То, чем мы занимаемся сейчас, это, скажем, адаптация к среде здесь, чтобы не возникало каких-то недопониманий между местными жителями и беженцами, чтобы они получили помощь, которая для них здесь доступна, чтобы дети здесь могли ходить в школу, или, если они используют электронное обучение онлайн, например, в гимназии в Украине, чтобы у них была возможность подключиться к онлайн-урокам и так далее. Это значит, что мы знаем, что эти беженцы отличаются от тех, которых мы видим, например, на Ближнем Востоке, потому что они более мобильные. Они, например, возвращаются обратно в Украину посмотреть, в каком состоянии родственники, в каком состоянии их дом, но потому что ситуация там сложная, они возвращаются обратно сюда. Или они остаются, а приезжают другие. То есть мы знаем, что состав беженцев меняется, и мы знаем, что это так. Если говорить о динамике, еще в ноябре вы говорили 100 тысяч, сейчас вы говорите 120, то есть количество беженцев продолжает расти. В целом. Нет, я думаю, что сейчас ситуация и количество беженцев уже более-менее стабилизировались. Мы, конечно, интенсивно общаемся и с нашим правительством, и также с мэром Киева, с Виталием Кличко, и также Министерством зарубежных дел Украины с господином Перебенисом, который раньше выступал послом Украины в Чехии. Мы обсуждаем с ними, какова ситуация, если нам готовиться к новой волне беженцев. И сейчас кажется, что не будет очередной волны беженцев, хотя это, конечно, вещь, на которую мы, как город Прага и мы не можем на это повлиять. То есть, если возникнет такая ситуация, нам придется с ней как-то бороться, как-то ее решать. А что вам по этому поводу говорил Виталий Кличко? Вот он ждет возвращения. Я имею в виду, мы сейчас закончим вопрос с беженцами, но вот что Виталий ждет? Что он от вас ждет? Tak nebavili jsme se tady v takovéhle rovině. Ну, мы не разговаривали как бы конкретно об этом. Я с господином Перебенисом общался на тему того, не получил ли он слишком много жалоб на то, как мы здесь, в Чехии, ведем себя по отношению к беженцам. To, jak se chováme k uprchlíkům, ale říkal, že je to právě naopak. Но он сказал, что ситуация наоборот такая, что все нашли безопасное убежище. И мы хотим, чтобы беженцы могли полностью реализовать свой потенциал. То есть не только найти безопасное место для жилья, но жить полноценной жизнью. И мне кажется, что нам это удается. Конечно, это процесс сложный, но я уверен, что мы с этим справимся, потому что вся вот эта война... Я воспринимаю это так, что российская армия, она напала не только на Украину, она напала и на нас. Потому что мы сейчас такая задняя линия этой войны, можно сказать. Мы должны помогать Украине, потому что, нельзя по-другому просто. Смотрите, последствия этой войны, которая уже... Это является экономическая ситуация, в том числе Праги. С одной стороны, мы видим рост цен на энергоносители для жителей. Инфляция в Чехии 15%, я не знаю, сколько в Праге, считаете ли вы отдельно. Беженцы, которые тоже, если говорить цинично, это экономическое давление на жизнь города. Вот если говорить об экономической жизни города, как вы справляетесь? Я понимаю, да. Что касается экономики, в следующем году мы ожидаем повышенный доход в казну города. Потому что наш доход состоит из того, что, скажем, от налогов нам распределит государство какую-то часть. Конечно, в ситуации, когда инфляция поднимается, поднимаются цены всего.
To znamená, nám se ty Но příjmy также и vlastně, сколько налогов zvyšují. получает государство. Эта сумма Samozřejmě тоже adekvátně повышается. tomu Таким rostou образом ceny, повышается наш доход. stavební práce například, ty se dá říct, že se do určité míry Адекватно с этим, конечно, normalizovaly, повышаются protože цены, tady допустим, takové строительных работ, хотя там, asi можно do сказать, они уже более-менее устаканились, скажем так, потому что где-то до 2015 года был такой период у нас, когда цены в области строительства особенно не менялись, не поднимались. 2017, 2018 a vlastně i teď. Потом в 17-18 году и даже сейчас эти цены неким образом догнали этот, скажем, некий застой, который там образовался. Это значит, что у нас сейчас идет ряд больших проектов строительных. Мы строим новую линию метро, мы также хотим расширять трамвайные пути, строить новые. Chceme masivně investovat do městského nájemního bydlení. Мы также хотим вложить средства в то, чтобы город мог строить свое жилье, сдавать его горожанам. Проблема была в том, что исторически город распродал большую часть своего жилищного фонда, но это проблема, с которой мы стараемся работать, и нам это, хочу сказать, удается. Так что у нас большой ряд инвестиционных проектов, которые сейчас каким-то образом реализуются, и мы не собираемся их как-то тормозить. Наоборот, мы хотим помогать людям, потому что мы понимаем, что для людей, особенно для некоторых групп людей, актуальная экономическая ситуация действительно представляет проблему, и для них мы подготовили программу, даже сайт «Помощь жителям Праги». Там можно найти информацию по этой программе, и также мы собираемся в почтовые ящики людям рассылать такую брошюру, где будет описано, какую помощь они могут получить от города и от государства, потому что есть такой сегмент жителей, которые, например, имеют право использовать какую-то помощь, но не пользуются ею, потому что, например, они не знают, что такие средства доступны, или им может быть стыдно подать какие-то заявления и так далее. Мы как город стараемся заполнить какие-то такие слепые места в области помощи жителям. Например, мы также предоставляем средства для школьных обедов, для каких-то поездок для школьников, компенсируем какие-то, например, государственные субсидии и стараемся, чтобы административно это все было как можно проще для людей. Так что большая часть помощи достаточно просто написать честное заявление, и вам помощь будет предоставлена. Я не буду писать заявление, я пока справлюсь. Но, господин мэр, большой статьей дохода Праги всегда был туризм. Я сегодня был туристом, я пришел, прошел 2 музеями, Альфред Муха, железные фигурки. Я сегодня много ел в вашем замечательном городе, зашел в Кохинор, купил карандаши для своей семьи. Но последние политические события, война в Украине, привела к тому, что огромный поток туристов с Украины уже не может приезжать и оставлять деньги. Это не доход города. Для России закрыт въезд для россиян, потому что это политика федерального правительства не пускать. Это тоже не в доход города. Образовалась дыра. Вы можете сказать, какие цифры, как, что происходит? Так. Já teď řeknu asi něco trochu překvapivého. Já osobně mám туристы. Я вас, наверное, сейчас удивлю. Сам я туристов люблю. Прага — это прекрасный город, и мы приветствуем здесь всех приезжающих, если они приезжают с хорошими намерениями. Но исторически Прага скорее сталкивается с тем, что туристов здесь слишком много. И я сейчас буду говорить о периоде до пандемии. У нас примерно приезжало в Прагу в год 9 миллионов туристов, а численность населения в Праге — это примерно 1,5 миллиона человек. И проблема была в том, что туристов у нас было столько, как, например, в Риме, но Рим вдвое больше Праги, и город просто с этим наплывом туристов не справлялся. Поэтому для нас это вызывало определенные проблемы, что касается безопасности, что касается уборки улиц. Или даже слишком высокая степень коммерциализации центра города, что не устраивает местных жителей. И нужно сказать, что для меня, как для мэра города, туристы никаких денег не приносят, потому что система налогообложения и налоговых ассигнаций в Чешской Республике устроена таким образом. Я понимаю, что это, наверное, отличается от западноевропейских городов.
Но какие-то мелкие сборы, которые мы получаем от гостиниц за каждую ночевку туристов в городе, если сопоставить это с высокими затратами на туризм, уборка, безопасность, плюс дотации мы датируем 85% стоимости проезда на общественном транспорте, например, из городской казны. Поэтому с финансовой точки зрения для города, с точки зрения бюджета города, это не проблема. Я понимаю, что в городе, конечно, есть очень много субъектов, которые получают доход от индустрии туризма, это да. Но падение скорее наступило во время пандемии, и сейчас, наоборот, тенденция поменялась. Владельцы гостиниц или ресторанов в городе не жалуются на то, чтобы это было большой проблемой. Исторически говорили, что проблемой, например, будет то, что будет приезжать мало туристов из Китая, потому что у Праги был достаточно сильный голос в области международных отношений. Прага не поддерживала авторитарный режим в Китае, говорили, что мы от этого пострадаем. На самом деле ничего не произошло, и нужно сказать, что даже если бы самые черные прогнозы, самые пессимистические прогнозы реализовались бы, так в том роce 2019, před covidem, kdy jsme se o tom bavili. В 2019 году, до пандемии, когда мы об этом говорили, приехало... Да, из Китая приезжали сотни тысяч человек, и если бы они вдруг исчезли, все туристы из Китая, то для города это значит, что мы бы просто, что касается обмена туристов, которые приезжают в город, туристический рух вратил зhruba 2 roky zpátky v čase. Вернулись на позиции за 2 года до этого, то есть в 2019 году мы бы откатились назад до 2017, и я не думаю, что это отразилось бы на благосостоянии горожан. Вы говорили об эпидемии, о ковиде. Вы же врач. Ну, помимо того, что вы мэр. То есть вы смотрите как управляющий, и вы смотрите, как может развиваться эпидемия. Вы готовитесь к новой волне эпидемии? Я надеюсь, что никаких новых пандемий нас уже не ждет в краткосрочном горизонте. Я не предполагаю, что очередная муутация коронавируса сможет вызвать такие проблемы, с которыми мы сталкивались в 2020 году. Я очень надеюсь, что ничего такого уже не произойдет, и Министерство здравоохранения тоже ни о чем таком не говорит. Наше население уже было в большой степени привито, в большой степени люди переболели. Потому что правительство подошло к этому определенным образом. Это история. И я, например, был первым мэром европейского крупного города, который ввел ношение масок в метро. По примеру Праги следовали потом другие города и наше центральное правительство. То есть мы очень активно подошли к этому вопросу, в том числе и к вопросу вакцин. Но можно сказать, что эта проблема уже практически решена. Если вдруг придет новая волна какой-то пандемии, via ковид, а город будет лучше готов, чем в 2019 году. В чем урок? В чем урок? Я думаю, что да, мы будем лучше готовы. У нас исторически какие-то планы подготовки к пандемиям были, но все это было построено на том, что это будет инфекция, которая будет в высокой степени летальна, но случаи будут единичные. То есть мы предполагали, например, что мы сможем остановить, изолировать зараженных в аэропорту.
to jsme viděli v těch На самом деле мы все помним, как развивалась ситуация в последние годы. Já jsem se snažil razit takový jako racionálnější Я старался přístup, подходить к этому делу рационально, что касается карантина, изоляции. podobným věcem. Ne vždy jsem byl tedy vyslyšen centrální vládou. Не всегда центральное правительство следовало моему совету, там подход иногда очень отличался. Ale já si troufnu tvrdit, že teď bychom Но я хочу сказать, что сейчас мы бы уже намного лучше знали, как вести себя с самого начала, protože ta situace by pro nás prostě už nebyla nová. потому что для нас это бы уже не было новой ситуацией. Дискуссии, které probíhaly v době covidu, И многие дискуссии, которые тогда проходили в период пандемии, какие вводить, какие не вводить ограничения, все это мы уже прошли. У нас уже есть какие-то цифры, мы знаем, например, какие это повлечет за собой последствия. Мы знаем, что, например, мы в следующий раз уже бы не ограничивали школы так, как они ограничивались центральным правительством, и уроков таких было бы несколько. То есть вы готовитесь. Вы не верите, но вы готовитесь. Já myslím, že v tuto chvíli my jsme připraveni. My máme nakoupené. Я думаю, мы сейчас, в принципе, готовы. У нас есть, например, какие-то запасы масок, дезинфекции, у нас городские части подходят к этому так же, как и больницы. Také podobně tomu nemocnice ve městě jsou také trochu si tvrdit už připravenější. Я скажу, подготовлены к чему-то такому, если бы вдруг им пришлось резко повышать количество мест с кислородом или с вентиляторами. Já jsem ostatně jako lékař v té době nejhorší, což bylo... Я как врач в самый такой ужасный период пандемии, а это было осенью 21-го, Na přelomu října a listopadu, tak jsem nastoupil osobně do nemocnice a byl jsem... я лично также пошел работать в больницу, помогал на отделении как раз коронавирусном, здесь у нас в городе. A to je věc, kde já jsem skutečně v praxi viděl. И там я на практике действительно увидел, как наша система здравоохранения работает. И должен сказать, что наша система очень стойкая. Ale zrovna v případech, jako je tento, Даже, может быть, немножечко слишком такая большая. Но я думаю, что в этом случае это было хорошо. И сейчас мы гораздо больше готовы, чем в 2020 году к чему-то похожему. na podobné události. Я постараюсь нашим зрителям показать не только мэра, но вот врача. Вас надо еще немножко будет повернуть. Я сегодня видел памятник Кафки, где он крутится. Да, вот я сейчас попытаюсь еще покрутить вас немножко. Мы еще по памятнике поговорим. Я хочу вот в чем сказать. Вы были, и вы есть, может быть, член пиратской партии. Это большой вызов, потому что, особенно в условиях и до войны в Украине, и во время войны, мы имеем дело с огромным количеством дезинформации в социальных сетях, в свободных социальных сетях, которые не обязательно делаются правительством или правительственными чиновниками. Людям показалось, люди увидели, люди подумали, они это пишут, это распространяется как новости. И возник вопрос, а надо ли делать какой-то стоп? Мы видели казус Трампа с Твиттером. Кстати, как вы относитесь к тому, что в свое время Твиттер выкинул аккаунт Трампа там, за то, что вот, выкидывать людей, известных, у которых десятки миллионов подписчиков? Вот что с этим делать? Как член пиратской партии, ну как мэр Праги тоже, конечно. И даже если бы не было войны, все равно это было бы темой нашего разговора. Určitě. Tímhle tématem konkrétně otázkou svobody. Я понимаю, да, тема свободы или регуляции социальных сетей и в целом диджитал-платформ — это вопрос, который обсуждается на европейском уровне, в Европейском парламенте. Этим занимаются мои коллеги-пираты. В Evropském parlamentu. Ten náš přístup v podstatě je postavený na tom, Наш подход заключается в том, что мы считаем, что опыт показывает, что невозможно как-то действовать без какой-либо регуляции. Zcela bez jakékoliv regulace v tomto prostředí, protože prostě od určité velikosti... Потому что от какого-то размера социальной сети необходима все-таки какая-то регуляция, какой-то надзор со стороны публичных органов. To znamená, v tomto duchu jsou našimi europoslanci... То есть в этом смысле наши люди в Европарламенте подают какие-то, например, примечания к легислативным предложениям, проектам в Европарламенте. Samozřejmě my se snažíme zároveň, aby to bylo... И мы, конечно, стараемся, чтобы с административной точки зрения это не было слишком сложно, потому что, как либералы, мы стараемся людям жизнь упрощать, а не усложнять в этом смысле. To znamená, aby vlastně ten stát... Чтобы государства работали эффективно. Efektivním způsobem. To znamená,
myslíme si, že Мы считаем, что какое-то управление, регуляция, založená na основанная только на каком-то добровольческом уровне provozovatele té и sociální на решение sítě владельца je соцсети, něco, co spíše это скорее неэффективный способ, недостаточный. a je to záležitost, kterou je И это нечто, чем нужно заниматься. Нужно актуализировать законодательство для века, в котором мы живем, je to věc, která přece jenom je nová. Před 10 потому что это нечто новое. si málo kdo představil, 10 лет že назад, наверное, мало кто мог представить, что будут существовать какие-то государственные фабрики троллей, budou ovlivňovány volby touto что таким образом будет можно повлиять и на выборы, что будут распространяться. Это же A já tady teda musím říct, že абсолютно абсурдные вещи, абсурдные дезинформации. Pirátská strana И хочу сказать, что, например, наша партия «Пиратская», в выборах в 2021 году была как раз целью большого количества дезинформации od naší politické konkurence, от наших политических конкурентов, которым которым это в итоге не помогло, но все-таки нам это повредило. Já myslím, že i přesto my jsme Несмотря на все это, мы готовы в парламенте отстаивать именно такие мнения, такие взгляды. tyto názory. То есть принцип не самоуправления сети, а управление через ограничения, через регуляцию. Ano. Именно так. Про казус Трампа и Твиттер. Вы обошли как политик, но я перезадам вопрос. Вот есть президент огромной страны. У него было 70 миллионов подписчиков, которые его читали. Он с точки зрения кого-то нарушил, и он был просто одним щелчком выброшен. И люди говорят, слушайте, если Трампа с 70 миллионами вот так выщелкнут, ну любого выщелкнут, меня выщелкнут. Что здесь, как здесь может это работать? То есть есть люди анонимные, да, это тролли. Я обязательно передам господину Пригожину, который создавал ферму троллей, я с ним сужусь сейчас. Я его процессуальный противник, обязательно. Но это мы понимаем, ферма. Но вот есть президент США, Чехии, политики. Да? Как тут быть? Здесь должно быть повышенное внимание или наоборот пониженное внимание, потому что требует общество 70 миллионов. Дайте мне его твит. Я понимаю, что вы хотите этим сказать, но я думаю, что свобода слова — это значит, что вас не посадят в тюрьму за то, что вы здесь выйдете на площадь и будете говорить какие-то антиправительственные мнения, допустим. Или вы будете высказывать какие-то свои политические мнения, допустим, какие-то ультраконсервативные. За такие вещи вас никто в тюрьму не посадит. Кто-то, может быть, будет думать, что вы дурак, так бывает. Но до тех пор, пока вы не будете возбуждать какому-то, допустим, насилию в группе людей, основанному на их национальности или религии или чем-то похожем, то, конечно, вы имеете право свободно выражаться. Но нужно найти и видеть разницу в том, на что вы имеете право. Потому что вы не имеете права иметь доступ в какие-то информационные каналы. Вы не имеете права на то, чтобы кто-то печатал ваше мнение в газете, допустим. Если я пойду к какому-то журналисту, я тоже не имею права, чтобы он написал в своей газете статью вот такую, как я хочу. На это у меня нет права. Это СМИ, которые работают самостоятельно, независимо от политических деятелей. И я думаю, что в нашей стране также и СМИ каким-то образом регулируются. Например, если о вас кто-то что-то напишет, вы имеете право, согласно закону о СМИ, как-то отреагировать. То есть у них есть какие-то обязанности, они каким-то образом регулируются. И нужно отличать эти две вещи, потому что это не одно и то же. Ни у кого нет права использовать все информационные каналы, которые вот ему захочется использовать в данный момент.
Честно говоря, если политик не способен найти какой-то информационный канал для коммуникации со своими избирателями, для того, чтобы им как-то донести свое мнение, наверное, это не хороший политик, так получается. Будем считать, что вы обогнули вопрос. Последняя тема. В последнее время... Я вопрос не обходил. Попробуйте, может быть, его переформулировать. Но я хочу вам сказать, что я всего лишь политик на местном уровне, на уровне местного самоуправления. Да, Прага — это очень известный город, но и мы здесь все равно являемся жертвой национального законодательства. И мы просто стараемся эффективно управлять городом. То, что происходит, например, в Америке, нужно сказать, что я не особо слежу за тем, что там происходит. Я, конечно, ориентируюсь, я знаю, кто такой Дональд Трамп, потому что, например, одна из его бывших жен была чешкой, и она родилась в городе Злин, откуда я сам родом. Но сказать, что я слежу за его твитами или что я слежу, что сейчас происходит с засекреченными документами, которые нашли у него дома, то в таких подробностях я не разбираюсь. Я переформулирую вопрос для Чехии. Вот есть известные люди, которые в соцсетях много пишут. Возьмем вашу ситуацию, поскольку интервью выйдет после президентских выборов, я скажу, что и господин Павел, и господин Бабиш, да, они активно работают в соцсетях. И есть просто люди, которые каким-то образом говорят, у них должна быть разная ответственность для работы в соцсетях. У Павела и Бабиша, и просто людей. Вот в этом мой вопрос. Или правило для всех одинаковое, неважно, ты президент, генерал или садовник. Это соцсети, мой вопрос. Я считаю, что все правила должны быть для всех одинаковые. Я тоже активничаю в Твиттере. У меня 70 тысяч подписчиков. У меня в Фейсбуке примерно столько же. То есть я тоже активен в социальных сетях. И я не помню, чтобы мой какой-то пост стал предметом регулирования как со стороны одной компании, так и со стороны каких-то национальных законов. Но наши законодательные органы говорят о том, что есть разная степень важности. Скажем, садовник, которого вы упомянули, у садовника может быть 200 подписчиков. И там последствия будут не такими серьезными, как если бы у того, у кого было 70 тысяч. Например, если вы распространяете ложную информацию. Например, у нас ложная информация, которая вызывает панику, распространение такой информации считается уголовным преступлением. Например, у нас господин Бабиш построил свою предвыборную кампанию на утверждении, что его конкурент собирается развязать войну, и это можно расценивать как распространение ложной информации, которая вызывает панику. Это совсем другой случай, чем если бы он просто где-то опубликовал, не опубликовал, а просто стоял бы, например, с мегафоном на площади, потому что у него намного больше подписчиков, он способен расклеить плакаты по всей стране, и последствия, конечно же, будут больше. Последняя тема. Во всем мире развязана война памятников. Памятников, которые стоят на площадях. Очень много. И Прага не исключение. Это даже не связано никак с войной в Украине, хотя иногда и связано. Честно говоря, я читаю вашу биографию в разных местах, обнаружил, я думал, что я буду вас спрашивать про памятник генералу Коневу, который снесли. Я думал, что я вас буду спрашивать про памятник Российской освободительной армии генерала Власова, который хотели поставить в Пражском предместье. Нет, я не про это буду спрашивать. Я хочу вас спросить про памятник Марьянскую колонну.
Это непонятно. Мне было непонятно для наших зрителей. Памятник, поставленный в 17 веке, потом снесенный в 20 веке. Потом принималось решение его восстановить. И вы выступили, если я правильно понял, против. Почему? To je asi dobře, že se mě ptáte právě na Mariánský sloup. Хорошо, что вы задаете именно этот вопрос, потому что в отличие от памятника Коневу или власовцам, с этим памятником у меня что-то общее есть. Предыдущие примеры — это примеры, которые инициировались управлениями городских, администрациями городских районов, потому что администрация городского района, у нее есть свое имущество, земельные участки, и они сами принимают решение, что происходит с этим имуществом. Там, например, памятник был мишенью повторного вандализма, и городская администрация сама принимает решение, что делать на своей территории со своим бюджетом. И там есть свои мэры, это выборные политики. И состав политиков там часто отличается от состава городского совета на уровне всей Праги. А вы говорите о вопросе, который, да, интенсивно рассматривался у нас на уровне целой Праги. И ситуация в отношении этого конкретного памятника очень сложная. Смотреть на нее можно с разных сторон. С историко-эстетической точки зрения или даже с точки зрения защиты прав человека, или с точки зрения терпимости. И конкретно у Марианского столпа проблема была скорее в процессе, которым принималось это решение. И некоторые группы вели себя таким образом, что был развязан лишний конфликт, без которого вполне можно было бы обойтись. Чтобы понять весь контекст, необходимо вернуться в очень древнюю историю нашей страны, чтобы понять, что в прошлые века здесь происходил уникальный, можно даже сказать, эксперимент с точки зрения того времени. Это был религиозный эксперимент, потому что тогда здесь были две религии параллельно. И король Иржий Подебратский, которого как раз короновали здесь, вот в нашей мэрии, на Староместской площади. Этот король считался королем двух народов — католиков и утраквистов, то есть, по сути, гуситов. И в тот момент, в ту эпоху, уровень терпимости был беспрецедентный. Сейчас мы бы, конечно, использовали другую терминологию. Мы бы говорили «защита прав человека». Но суть была в том, что тогда просто люди двух разных вероисповеданий в тот момент не убивали друг друга в ту эпоху. И в какой-то момент это время, эта эпоха закончилась. Закончились ее события. Это казнь 27 дворян здесь, на Староместской площади. Это битва на Белой горе, которая развязала 30-летнюю войну, которая разделила Европу. И тогда Габсбургская династия выиграла эту войну. И Марианский столб они возвели в память своей победы. То есть это была такая колонна, такой след, который они хотели оставить. И религиозные символы стали заложником их империализма, и в этом контексте необходимо рассматривать этот ваш вопрос. To obnovení toho pomníku způsobilo i nějakou bolest lidem, kteří již předci byli třeba popraveni. И восстановление этого памятника могло бы вызвать боль людей, которых тогда, несколько сот лет назад, пытали и казнили на Староместской площади. То есть это широкая картина, о которой необходимо помнить. Можно ли сказать, что это был памятник оккупантам?
To je otázka, jak se díváte na tu dobu Habsburské nadvlády. Вопрос, как вы квалифицируете эпоху габсбургского правления здесь? Chtěl vyvarovat možná nějakých silných slov tady k tomuto pomníku, protože Я предпочитаю не использовать сильных слов, потому что я думаю, что это неконструктивно. My jsme měli usilovat o to, když se díváme do té historie, tak tam hledat spíš, Глядя в прошлое, нужно скорее делать какие-то выводы, чтобы история не повторялась. a tak podobně. Mně prostě jenom nepřišlo. И для меня, например, не казалось разумным аргументом то, что нужно восстановить памятник, потому что когда-то он там раньше был. Последнее уточнение тоже в Прага. Памятник Черчиллю. Черчилль был совсем неоднозначный политик. Это не миротворец, скажем так. А жители Праги написали расист и, видимо, хотели его снести. Вы защитили его. В чем разница? Но он был расистом. А Вашингтон был рабовладельцем. Ano, tak mnoho osobností samozřejmě má své světlé stránky и Да, конечно, большое количество исторических личностей имеет какие-то свои светлые и темные стороны. В случае памятника Черчилля на площади около Высокой школы экономики это был прежде всего вопрос вандализма, потому что, конечно, мы можем иметь разные мнения на разные темы. Но я считаю, что вандализм в общественном пространстве — это вещь, которая не должна иметь места. Как мэр города, которому приходится потом разбираться с этим вандализмом и устранять его за счет бюджета города, наверное, сложно от меня ждать, что я буду как-то поддерживать такие инициативы. Спасибо большое. История длинная. Еще какие-то памятники будут ставить и сносить. Какого памятника не хватает в Праге? Один из памятников, который, по моему мнению, должен быть в Праге, это статуя Václava Gavela. Как раз сегодня мы запустили трамвай имени Václava Gavela при случае 30-й годовщины возникновения самостоятельной или возобновления самостоятельной Чешской Республики. И также в честь того, что он был избран первым президентом этого государства. И этот трамвай будет по Праге ездить весь год. Он раскрашен в триколор чешский, там его цитаты. Но это не статуи. Я считаю, что такая статуя в городе должна быть. И было бы хорошо поставить ее, например, перед парламентом государства, которого он был первым президентом. И вам спасибо, и до свидания.